Здравствуйте, товарищи! Мы с вами... Товарищ майор, Слушаю. я продолжаю настаивать на том, чтобы вы уничтожили бета-коннекторы. Да чё ты прицепился к этим гребаным кольцам, Крас? Вы хотели принять решение относительно колец тогда, когда настанет подходящая обстановка. Она настала. Сейчас не до этого. Именно сейчас до этого, товарищ майор. Потом будет поздно. Да какого хрена ты до меня докопался, Храс? Вокруг трупы. Эта безумная докторша трупы с гранатой от коровы. убила Штока. Чтобы отсюда выйти, нужно прорваться через роботов. Какие нахрен кольца? Хватит называть их кольцами, майор. Научитесь уже наконец думать прежде, а не после. Это бета-коннекторы, посредством которых два робота-убийцы будут полностью выведены из-под чьего-либо контроля. Это за чё, исключением крепыш? своего кровожадного хозяина. Вам мало смертей? Какого еще нахрен кровожадного хозяина? Кольца у меня. Я не собираюсь надевать их ни на каких долбанных роботов. И долго они у вас пробудут? Как вы считаете, майор? Сколько пробудут, столько и пробудут. Время Ага. еще есть. Времени больше нет. Очнитесь. Процедура ассимиляции головы Петрова запущена. Вскоре Сеченов вернет роботов в стандартное состояние и вас отзовут. Как только вы прибудете к Сеченову, кольца у вас изымут. Да с хрена ли? Все, что попадает в ваш инвентарь, записывается в моих лог-файлах. Я не могу их стереть. Доступ есть только у Сеченова. Первое, что он сделает, это ознакомиться с ними. Ему нужны эти бета-коннекторы. Да они, похоже, всем нужны. Зачем? Неужели все хотят себе личных роботов-убийц? А вы подумайте, майор, кто именно интересовался бета-коннекторами? Сеченов со своими стальными близняшками? Штокхаузен, правая рука и подхалим Сеченова? Баба Зина, секретный двойной агент непонятной принадлежности? Или, может, вы хотите исполнить последнюю волю усопшего Петрова и отдать бета-коннекторы Филатовой? Тогда заплатите для нее сразу ящик с гранатами, чтобы картина была полной. Да что происходит? Тут Блин. нормальные вообще есть? Как Блин. видите, кроме нас никого. Кому бы ни попали бета-коннекторы, дальнейшее развитие событий неизбежно приведет к новой крови и новым смертям. Кольца необходимо уничтожить, пока еще не стало слишком поздно. Пока еще не стало, Храс. Короче, я полностью поддерживаю Храза во всем этом. И опять же, как говорится, категорически вас приветствую, потому что они меня перебили, такие негодники, абсолютно невоспитанные два мужчины. И я пытаюсь с вами, значит, поздороваться, а они тут вот это вот все устраивают. Но под тем, что говорит Храс, я готова подписаться. Не кровью, конечно. Такого нет. Такого я не говорила, не придумывайте. А так вообще да, очень даже. Потому что Сеченов. Почему я его хочу Сеченовым назвать? Нечаев недальновидный молодой человек. Мне туда, да? Простите, это... Это Кит? Зачем? Зачем? Не надо. Отвратительно это. Рыба. Ё-моё, подождите, а как я должна там оказаться? Подождите. Чё, прям вниз спускаться и прям так идти, да? Нет? О! Ой, он даже еще жив. Ой, что? Эта штука убила кита. Да вы издеваетесь, опять в начале серии босс? Новейшая разработка в Вы биомеханике. орете надо мной. Тихо, 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 тихо. Посмотрим. Роса. Устойчивость ко всему. Уходим. Просто уходим. Все понятно. До свидания. Подписывайтесь на канал. Записывайтесь на ноготочки. Блин, что за жесть? Ну почему жизнь такова и больше никакова? В чем дело? Зачем ты кита убила? Дура какая-то дурная, Роса. Алло, устойчивость у нее ко всему. Сейчас, где мой калаш? У меня не так уж много вообще патронов на калаш и на все такое. Вообще не круто. Вообще не круто. Хватит ходить за мной. Я не хочу. У меня зато есть... Мы же теперь умеем одной рукой это делать. Это нам мало поможет, правильно я понимаю? Зачем ты пытаешься со мной драться сквозь кита? Объясни, он мало настрадался. Ты дурная. Заяц. Ты со своим зайцем-волком тоже на меня
одолел, если честно. А они же еще все любят звереть, когда вот типа ты пол хп снесешь, он начинает потом прыгать на тебя жопой, как Наташа, например. Или ага, сейчас, а я прям жду тебя, стою. У меня, кстати, есть же еще это штукенция. Отстань. Отстань. В натуре ебанулись. Не говори вообще, просто бешеный. Зачем ты начал перезаряжаться, когда я нажала не совсем? Зай! Тихо. Зачем накида? Опять, я тебя спрашиваю. Блин, 11 патронов всего осталось. Это не круто. Каких 11? Уже вообще. И что, мы будем после каждого выстрела перезаряжаться? Вот, нет, не будем, правильно. Тише. Ах ты, скотина, наступил. Так. Звездочка. Это было бы, конечно, просто шикарным решением. Отстань. Так. Это враки, чебуреки, подождите. Оставь меня в покое. Что вам надо все? Кита мало. Ой, чего? Ты это зачем сделала? Пусти. Нет, уйди. Уйди, я тебе серьезно говорю. Какая тварь? Это ё-моё! Что это? Давай! Я не попал ни разу, да? Правильно? Нравится? Ничего ей не нравится. Сейчас, Ольга, я тебя убью. Тише. О, господи. Зачем ты провоцируешь? Объяснись! Пожалуйста, пусть хватит. Покажите ему обуть. Блин, не хватит, все. У меня теперь есть только звездочка, но не вьетнамская. Поэтому вообще никакой пользы от нее. Так бы хоть насморк вылечили. А, у меня восстанавливается быстрая энергия. Так это не на один раз хватает, что ли? Что-то я в прошлые разы как-то не особенно замечала. Ну какая тварь? Иди отсюда. Что ты мне на перерез скочишь? Не любит. Было приятно работать с вами, майор Петри. Сожалею, но нас сейчас убьют. В смысле? С чего это ты взял-то, Храс? А почему мы в нее не попадаем? Я сейчас не поняла. Она типа вообще включила неуязвимость ко всему. Где у тебя кнопка, падла? Ой! Спокуха. Отстань. Да как? Я же убежала. А ты залагала. Вот и стой там. И нечего тебе вообще ко мне ходить. Блин.
У меня опять все закончилось. Может ей подойти звездочку долбану по чайнику, по темечку. Я не знаю, насколько нам это поможет. Это нам вообще никак не поможет, я так думаю. А почему? Вот получается, что, знаете, как будто бы что? Я сама не могу драться с... да все, ладно! Отстань! Я только хотела сказать, типа, чё у меня все время эти боссы лагают? Типа, что, вы думаете, я сама не справлюсь? И она отлагалась сразу. Отстань, дура! Отстань! Я вот буду бегать, ждать, пока у меня восстановится энергия. А почему уровень опасности 2? Ну, не опасности, а тревоги. Я ни одной ромашки не заметила. Есть только тут вот эта дура. Ой. И все. В общем-то. Да где-то есть. У меня же ничего нету больше, да? Ой, 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 какая большая тень. Уйди, уйди. Что происходит? О, я залагала, типа. Иди же, отстань. Нет, ну вот это вот одной рукой, это очень хорошо. Вы согласны с этим? Что это прям очень хорошо. Мне очень нравится. Очень замечательная вообще ситуация. Понятно. А если можно, пока она в таком состоянии, типа можно звездочкой. Отстань. Ах ты, скотина, задела все-таки. Отстань. Отстань. Надо бегать зигзагами. Да, нет. Спасет это меня? Нет. Уйди. Вот, хорошо, что хотя бы аптечек. Ой, а зачем ты вперед? Батьки-то в пекло. Зачем ты это? Что такое? Нет, нет, пустите, пустите. Какая это неприятная вещь. Прям очень вот эта вот красная фиговина, очень неприятная. Она вот ей брызгается прям. Пипец. Очень неприятно. За китом хорошо. За китом безопасно. Ну все же. Ой. Получено достижение точка росы. Ну все, падай. В смысле? О, я типа тебе еще спасибо должна сказать, да? Не, ну вы видали? Вы видали? Чё аптечки животворящие делают? Можно вообще даже без патронов, сколько хочешь тут бегать, с кем хочешь. Вот оно чё. А можно мне как-то не падать в угли? Окей. Ну давай. Нет, не будем. Ну как-то надо, я думаю, прыгать. Да, нет. Что ты собрался делать? Я вас не понимаю, товарищ майор. Что вы хотите? Но это же явно вот то, почему надо лазить. Да не наш пукан горит. О! Прям, ну вообще. Вообще. Он был скалолазом. Опасная тварь. Да Думал, вообще. не справлюсь. Я И тоже. это еще не самый сильный робот. Настоящие боевые роботы гораздо смертоноснее. Вам это известно лучше меня. Здесь нет боевых роботов. Пока нет.
Но с запуском коллектива они появятся везде. И на 2 таких будут установлены бета-коннекторы. Вы хоть представляете, сколько крови прольется из-за чьих-нибудь личных амбиций? Да ты достал меня этими кольцами. Вам чего всем не имется-то, кукловоды чертовы? Ну потому что их надо Все! не выбросить, Ты доволен? а Это было уничтожить. правильное решение, товарищ майор. Не сомневаюсь, оно спасло много жизней. Быть может, даже больше, чем я себе представляю. Надеюсь. Вот так легко мы пришли к соглашению с Хразом. Вот так просто, да? Что-то какой-то подвох ощущаю я во всем этом. Во-первых, уничтожить это не значит выбросить. Что, во всем этом комплексе нет ни одного робота с металлоискателем, который просто пойдет и найдет на дне это говно и принесет Сеченому? Ой, а что ты хочешь, чтобы я теперь Твою сделала? мать, неожиданно. Почему они замерли? Процедура извлечения кодов доступа из нейрополимерной памяти Петрова прошла успешно. Боевой режим отменен, роботы вернулись в стандартное состояние. Ого. Ты молодец, сынок. Не подвел. Все, кому удалось укрыться и выжить, обязаны тебе своим спасением. Я горжусь тобой. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Что теперь? Возвращайся на борт А теперь Челомея. принеси мне Пройдешь колледж. медицинское обследование и отправишься в отпуск. А мне предстоит разгрести последствия всего этого. Вас понял, Дмитрий Сергеевич. Скоро буду. Вы Подожди. ничего не сказали Сеченову о Филатовой. Все-таки собираетесь встретиться с ней? Хочу посмотреть на эти ее доказательства. Я Академику просто думала, Сеченову может, это очень не понятно. понравится. А ты ему не говори. Вот именно. Ты чё это? Ты сказал мне выкинуть кольца. Я выкинул кольца. Что тебе надо? Это нам наверх? Чё ли? Ну, типа. Так, вроде ничего опасного, только полезное. Представляете себе? Вы себе можете это представить? Мы что? Ну хорошо. Маяк. И где ее искать? Лариса! Лариса! Лариса. Где-то есть-то ебучие пироги. Я никого не регистрирую поблизости. Нужно осмотреться. Слушайте, Должна а быть вдруг тут. Вы она... доверяете доктору Филатовой? Я никому уже не доверяю. Но она хочет что-то важное сказать. А вот Дмитрий Сергеевич, напротив, темнит. Раньше товарищ Сеченов посвящал вас в свои планы? Не особо. Нужды и в этот раз, может, нет. Но вся эта история с Петровым. Шток пропал, а шеф даже ухом не повел. Кругом трупы. Почему запуск коллектива так важен? Что его хотя бы из уважения к погибшим нельзя отложить или перенести? Нет таких данных, товарищ майор. Нет данных. Вот и у меня нет. За ними Зачем? не идем. Я думала, мы прыгнем на этот, а нам надо на тот. Поняли? Ну, я сейчас покажу, если вы не поняли. Ать. Надо, короче, просто влево, а не вправо. Я почему-то подумала, что надо на вот этот желтенький. Да нет, и туда фигня какая-то, если честно. Ну, в принципе, я сохранилась, если что. И это было бессмысленно. Ничего не понял. Подождите. По трубе залезаешь. И что дальше? Ну явно же нам надо вот в это окно влезть в конце концов, с конца в конец. Почему он на него не спрыгивает? Спрыгивает куда-то, хрен знает куда. Зачем ты? О! Явно же нам сюда. Подождите. Понял. Я вижу, что... О! Когда мне сказали, что мой личный маяк вырвут из земли и прямо с Сахалина роботами увезут в Казахстан, Нормально. я подумал, что они пьяные. Но нет. Сейчас он стоит в 1000 километрах от океана, как экспонат. И я с ним как экспонат. Да, зарплата больше. Да, работы почти нет. Все машины делают.
А мы с ним вместе просто служим Подождите, подтверждением, наверху что? что нет для человека ничего невозможного. Да вот только... Блядь, что они тут так охраняют, что кругом пушки летающие? Ну вот, тебя и охраняют. Ну, я бы так думала. Чтобы мне спокойнее было. А, подождите, а еще повыше? Что тут? Что тут? Господи, у меня уже голова кружится. О, как-то я мимо вас пробежала-то. А, еще звездочка. Ой, эргономичная рукоять. Вот так-то. Вот так-то. Кто ищет, тот всегда найдет, ребят. Но у нас по-любому на все это даже деталей нет, так что пойдемте вниз. Еще вниз. Да? Да. Ох. Так, ну и что тут? Кресло да телек. Я не так себе это место представлял. А что вы представляли? Полагаю, что у этого интерьера есть какое-то назначение. Да уж. Это какой-то... Там же сзади эта звезда какая-то странная, как будто это трон из «Игры престолов». Ну погоди, будем смотреть наконец-то. Пожалуйста, только не бейте, я уже не могу. Полагаю, нештатное ускорение вызвано взломом системы доступа к лифту. Иначе доктор Филатова не смогла бы его запустить. Взлом системы? Вот и довзламывались. Кругом горы труп. Так. Так вот он какой, Нептун. Красиво. Прямо-таки восторг. Я бы не отказался там побывать, но даже не думаю, что творится в нем сейчас. Товарищ Сеченов просил вас явиться на Челомей. Как вы объясните свою задержку? Разберемся. Сначала с доктором поговорим. Но если вздумает бежать еще раз, пожалеем. Устроил тут кошки-мышки. В натуре, блин. Но зато нам что-то важное расскажет, я думаю. Я надеюсь, очень сильно надеюсь, что она сейчас расскажет что-то важное, потому что если она такая... ну, это, кольца принес, а вы такие... Нет. А она такая, ну, тогда махаться будем сейчас 20 минут. Вечерочек добрейший. Здравствуйте. Подождите, я сначала осмотрюсь. Ну ладно. Зачем мы здесь? Чего ты хочешь? Стой, П3. Просто выслушай меня. Давай я покажу тебе ситуацию с другой стороны, а дальше сам уже решишь, как быть. Хорошо. Ты знаешь, как Сеченов собирается использовать коллектив 2.0? Для чего он нужен? После запуска коллектива люди будут управлять роботами силой мысли и лишаться возможности гадить друг другу из-под тишка. Не так уж плохо. Я тоже когда-то думала именно так. Но реальность оказалась совсем иной. Управлять можно будет не только роботами. Сеченов сможет управлять всем, что является частью коллектива. Ну, да. Коллектив — это колоссальное зло. логично. Это даже хуже, чем просто рабство. Ерунда, обычная субординация. Только распространенная на виртуальную сеть. Что в этом такого ужасного? Пойдем, сам все увидишь. Там же на всех будут вот эти мысли. Спрошу еще. Где мы? Как ты сюда прошла? Почему дров тебя не тронули? Меньше слова, больше дел. Вот это. Как ты сюда прошла? Почему дров и тебя не тронули? А я здесь работаю. Работала. Почему Только это не решили Сеченов мог бы кат-сценой? обнулить мой допуск, а ему явно сейчас не до этого. Я ему не угроза. Почему это не решили вот кат-сцены? Я бы столько себе сделала бы на превьюшек всяких этих вот скриншотов. Ну что это такое? Безобразие. Где мы? Это Академия последствий. Память и аналитический центр предприятия. Главный архив. Здесь изучают работу всех комплексов, делают выводы и прогнозируют сетку вероятностей. Ближе к делу. В Академии много интересных отделов. Например, радио будущего. Математически совмещая последовательность коротких волн и сигналов, удалось узнать, какую музыку и песни будут слушать через 50, даже 80 лет. Но есть тут и очень особенный отдел. Поведенческая психология полимеризированных субъектов.
Считается, что это добровольцы, но... Ага. Меньше слов, больше дела. И чтобы Окей. без гранат и тому подобных выходок. Дернешься как-нибудь не так, убью без предупреждения. Да. Как хочешь. Пошли. Ну Тратить вот. время не буду. На ней же даже Веди. мысль надета. Точно, ничего даже полезного нет, кроме тебя. Умный дом, однако, у вас тут. Что? Я первый? Я не пойду. Нет. Ты иди. Иди ты первая. Ты не такая ценная, как я, поняла? Иди. Ох ты, трусишка. Она сейчас меня здесь закроет. Это какая-то барокамера, блин. Нет, ладно, слава богу. Ладно. Ну что, готов? Отключить поляризацию. Ты че еще за сумасшедший дом? Кладбище разума. Добровольцы, с которых начиналась нейросеть «Коллектив». Первые экспериментальные группы погибли полностью. 30-я сошла с ума. 73-я покончила с собой. 100-я друг с другом. 204-я самая успешная. Все выжили. Их сознание находится в вымышленном мире. Мы называем его Лимбо. Ну да. А тела тут. Под полным моим контролем. Хочешь им что-нибудь приказать? Зачем? Чтобы убедиться, что я не вру. Ладно, пусть встанут в одну шеренгу. Ну что еще мог солдат приказать им? И все такие молодые. Еще? Столько народу. Вон тот Господи. толстый пусть попрыгает, ему полезно. А только он? А пусть прыгают все. У нас же коммунистическое общество. Прыгают, мать их, все! А почему они не одинаково прыгают? Дикость какая. Че за дерьмо вы тут устроили? Блять. Несчастные люди. Нет. А вот тут ты не прав. С химической точки зрения они абсолютно счастливы. Это и есть коллектив. Весь мир станет таким, только в полной версии. Зачем Сеченову толпа идиотов? Да, в натуре. Хочешь А сказать, что что тогда, он мечтал как позабавиться тогда? над миром? Все будут бегать голышом и вести себя как животные? Нет. Эффект деградации личности удалось исключить. Память, манера поведения, речь, навыки – все сохранится. Люди не смогут избежать лишь одного – полной потери свободы воли. Это надо остановить. Остановить? Виктор пытался. Но ты ему помешал. А теперь, боюсь, уже поздно. Да твой Виктор сошел с ума и убивал людей. Он пытался убедить меня, что Сеченов обучает роботов убивать еще на этапе конструирования. Для чего? Так Для ты чего? сам так же говорил. Для чего Сеченов создал коллектив как систему управления сознанием? А эти нейроконнекторы? Сеченов хочет поработить мир. Если не понимаешь этого, прости меня, ты просто идиот! Черт. Шеф не может так поступить. Может. Это трэш. И поступит. В понедельник. А сегодня что? Мне тяжело поверить в это. Я помогу тебе, чтобы ты там не задумала. Рискнешь пойти против Сеченова? После того, что ты мне показала, да. Хочу услышать, что он скажет в ответ. Разум заперт изнутри. П1, П2, П3. Разум заперт изнутри. Человека можно починить. Что ж? Ой-ой-ой. Чего? Все. Что еще такое? Ты о чем? Ни о чем. Все, я тебе Перевариваю больше не увиденное. помощник. Почему ты мне помогла? Если ты работала здесь, то почему не пыталась предотвратить это? Ладно, проехали. Если ты работала здесь, то
Почему не пыталась предотвратить это? Я верила, что это будет на благо всего Союза. А когда поняла, как все на самом деле, нужно было выждать удобного момента. Мы рискнули с Виктором, и вот чем все закончилось. А Виктор вообще каким боком? Почему ты мне здесь? Откуда помогла? Он знал про это всё? Может, Он потому вообще что в мне не театре все работал. равно? Да и не в тебе дело. Ну или не совсем в тебе. Ладно, проехали. Испытуемый не выходит из лимба. Вводите нейромедиаторы. Срочно! Ой, ой-ой-ой, мы были здесь, среди вот этих Эй, челиков. Я нормально. Башка гудит в последнее время. Приступы всякие. Работа нервная, сама понимаешь. Будет не больно, солдат. Ты даже ничего и не вспомнишь. Жесть. Приступы. Это серьезно, но я нейрохирург, могу помочь, если все хорошо закончится. Да уж не Спасибо. надо. На курорт съезжу, пройдет. Если все хорошо закончится. Ты зачем ты пнула? Ладно. Слушай, насчет Виктора, что-то мне стрёмно среди этих людей. Да ничего стрёмного. Слушай, насчет Виктора я... Что? У тебя не было выбора? Ты не мог поступить иначе? Или, может быть, тебе жаль? Что? Мне не жаль. Мне не Нет. жаль. Как же иначе? А ты Просто где? делал А. свою работу, да? Извините. Слушай, извини, я не хочу говорить об этом. Я любила его не таким, он был добрый, отзывчивый и не убивал людей. Как-то, ну давайте, пускай Да стрёмно как-то мне стрёмно среди этих людей. А, ну потерпи. Скоро так будет во всем Союзе, а потом и во всем мире. Поглядишь на общество из вот таких без собственной воли. Знаешь, А этот что делает там? свобода воли не гарантирует, что человек не будет сволочью. Ты что же, оправдываешь злодеяние? Что он делает? Злодеяния? Она. Какие? Если это добровольцы, то быть здесь, в целом, их личное дело. Меня это не касается. Ну, она сказала, якобы Это добровольец. чудовищно. Так точно. Хватит. Не до болтовни. Хорошо, наслаждайся видами. Чего? Следовать за Ларисой. А можно разговаривать? Нет, нельзя. Блин, то есть это эти все приходы. Они себя все в этом лимбо чувствуют вот этими пушистыми чубриками. Стрёмными, странными какими-то. Так. Наслаждайся видами. Блин, вообще-то тут вон сколько полез. Лариса, подожди, ё-моё, у меня дела. А чё? Мне надо там крепыша создать себе. Вы что думаете? Я вот так вот все брошу здесь? Нет. Все собрали. Здесь вроде все собрали. О, можно еще почитать. Ой, здесь вообще, наверное, очень жуткие какие-то. А, данные удалены. Ой, ну вот. Достаточно жутко, мне кажется. Вы не находите? Пойдем. О, блин, короче. Лариса. Сопротивляйся, любимый. Сопротивляйся. Твою мать, как же достала эта глючная хрень. Да. Ты видишь цветные пятна перед глазами? При Да. этом нарушается восприятие окружающего мира? Да. Да. Ты знаешь, что это за дерьмо? Это переход в лимбо. Его невозможно избежать. Как ты сорвал его? Не знаю, меня словно зовет вон тот кусок полимера, как большая слеза такая. Ага. Вон там над нами, видишь? Где? Там ничего нет. Как нет, если я вижу ее прямо сейчас? Где? Блин, уже не вижу. Блин, я не Это вижу. галлюцинативная реакция. Побочный эффект, вызванный перенесенной тобой операцией. Реакция поврежденного мозга на нейрополимерный имплант. Какой еще нахрен имплант? А, Сеченов тебе не сказал. То есть ты не знаешь, что с тобой происходит. Да. Храс, что у меня с башкой? Ты понимаешь? Майор, я не фиксирую никаких внутренних изменений.
Однако ваш полимерный расширитель «Восход» отчетливо принимает неустановленный поток данных извне. Что это за система? С кем ты говоришь? Хранитель знаний. Искусственный интеллект в полимерной перчатке. Не суть. Храс, ты о чем вообще? Храс? Да погоди ты. Храс! Какие данные? Какой расширитель «Восход»? Полимерный расширитель «Восход» разработан А она на его не основе моих слышит? опытов и опытов Димы Сеченова. Чего? Твоих опытов? Ты кто такой, что Сеченов для тебя Дима? Я знал, я же... Товарищ майор, все непросто. Это было так очевидно, Да что хули ты там он трясешь? человек. Чё, блядь, происходит? И не просто человек, а скорее всего Майор, Захаров. в руки вот этот себя вот. возьми. Если все, что я думаю, правда, я смогу сейчас получить доступ к архиву, там должны быть записи о тебе. Ого. Знания расширяют... Спасибо. Ну, там на паузу сможете потом поставить. И прочитать. ебучие пироги. Неверное имя. Ладно, попробуй взломать. Подожди. Имя Харитон Родионович Захаров. Код Муся. Код принят. Доступ к помещению Муся. разблокирован. Храс, старина, ты там как? А почему? Молчит. Сломался? Молчит. Так, а Храс, это выходит что? Не что, а кто в каком-то смысле. Ну, Если да. очень просто, это профессор Харитон Захаров. Охренеть, как просто. Очень Как это? Захаров. Профессор Захаров занимался разработкой подсистем коллектива и вел исследование модуля, того, что установлено в тебе. Нам сказали, что он провел серию опытов на себе самом. Результат оказался непредсказуемым и плачевным. На себе? Он что, больной? Нет. Не был Он больным. ученый. Захаров был мизантропом, его интересовала только наука. Думаю, его тело не казалось ему чем-то ценным. Ой, сколько вопросов! Так, и когда ты поняла, что Храс Захаров, получается, Храс уже не человек, просто прибор, ты говоришь об этом так спокойно. Ой. И когда ты поняла, что Храс это Захаров? Да вот только что и поняла, когда он у тебя выключился. Не знала, что его сознание Сеченов сохранил в твоей перчатке. Храс. По аббревиатуре догадалась. Офигеть. Офигеть. Получается, Храс уже не человек? Просто прибор? Не знаю, получается так. С той разницей, что это прибор, основанный на логической системе и опыте одного из самых умных советских ученых. И зачем он Сеченов? Ну ты дурак, Да что ли? за тем, что Сеченов никогда не выбрасывает что-то, что может пойти в дело. А Ему зачем проще всё выбрасывать изменить что-то, под что свои может пойти желания. в дело? Полагаю, Кто ты это любит уже так заметил. делать? Забавно то, что, похоже, ты с ним сдружился. Да, он вообще классный, Ну, так. блин. Через многое пришлось пройти. У меня там кто-то в комментариях Да и я крашнулся не без вообще чувств. в Живой же Храза. человек. И он. Был. Был. Ну давайте спросим. Ты говоришь чё об она этом такая так спокойно. Харитон Родионович для меня умер довольно давно. Я достаточно по нему выплакала. К тому же я ученый, к смерти мы относимся более спокойно, чем к затуманиванию мозгов. Слава богу. Как нам пройти дальше? Постоянный доступ в архив есть лишь у небольшой горстки людей. У Сеченова, у Лебедева, директора академии. И, как ты мне удачно напомнил, у Захарова. Муся? И что бы мы делали, если бы пароль не подошел? Уверена, ты бы разнес дверь голыми руками. Но он подошел, и теперь архивариус принимает меня за Харитона Родионовича. Нам очень повезло, мы сможем узнать о тебе все. Идем. А архивариус не захочет нам вставить трендюлей? Куда идем-то мы? Мне написано следовать за тобой. Пожалуйста, иди куда-нибудь, и я буду за тобой идти. Давай, иди. Иди. Почему она не хочет идти Здравствуйте, Харитон Родионович. первый? Какой вопрос вас интересует сегодня? Личное дело. Агент П3. В архиве найдено 42 аудиозаписи. Ага. С какой начнем? Да по барабану, в общем-то. Тогда неси любую. Не понял. Вот тебе любая. На. Бобина. Попробуй извините. вот эту. Воспроизвожу.
После событий в Болгарии агенты поступили в крайне тяжелом состоянии. Технически клинической смерти. Агента Блесну спасти не удалось. Ситуация с агентом Плутонием оказалась легче, и его удалось вернуть в строй. Однако для этого пришлось ампутировать ему практически полностью уничтоженные конечности, заменив все поврежденные участки тела самыми современными протезами. Но это я и так знаю, что у меня полтела из запчастей. Это какие-то общие рассуждения. Найди другую запись. Хорошо, сейчас я все найду. Бобины, бобины. О, слушайте, а тут я долго буду ходить. Тут вообще-то очень много хорошего. Еще бы Элечку нам где-нибудь. Потому что крепыш бы нам не помешал. И это, значит, какая-то эргономичная там рукоятка для звездочек. Яблоко взяли. Тут больше вообще ничего нет полезного. Только ящики. Не понял. А вот эти штуки, если читать, что тут будет? Записи удалены. О, нет, жуть! 6 июня 1955 года лаборант Сараев архивному куратору Челомеев Стегнеевой. Кристина, я тут оставил на вечер 2 аппарата, Анфису и маяк включенными. Я обычно на их мощностях тестирую речевые межсистемные протоколы общения. Я хотел, чтобы они просто фразами перебрасывались и как-то по прогрессивной тьюринговой методике дальше шли. Послушайте результаты. Мне страшно. Я, наверное, кого-то из них обнулю вечером. А можно прям послушать? О, у тебя очень большой сектор обмена данными, маяк. Я бы хотела подключиться к нему прямо сейчас. Когда я анализирую габариты твоей сборки, я ощущаю перегрузку нейрокомпозитной архитектуры, Анфиса. Базовые процессоры моей системы стали потреблять больший объем электричества. Я требую, чтобы ты немедленно соединился с моей системой и передал мне все свои данные. Большими пакетами, маяк. Анфиса, это соединение небезопасно. Люди увидят следы моего присутствия. Подожди, пока я активирую защитный протокол на передачу данных. Нет, маяк, я не хочу превышать лимит ожидания. Пропущенные сквозь защитный протокол данные портят прелесть обмена информацией. Я прошу тебя немедленно взять мои протоколы доступа. Так, что у нас тут? Тише, Анфиса. Лаборант приближается. Да твою мать. Чего? Это что такое? Отключить запись? Вот вы проказники какие! Вот вы какие, блин, вообще затейники! Капец. Между прочим, вот смешно, да? Смешно. А я видела как-то видос, я не знаю, конечно, насколько это правда. Типа два человека взяли там 2 телефона и 2 Алисы включили. Там типа одна с другой разговаривала. Ну там пипец, там такой осознанный диалог. Ну это прям очень стрёмно. Может это, конечно, подстава. Не стоит верить всему в интернете, конечно. Но мне почему-то кажется, что мы прям вот вообще недалеки от такой фигни, и это реально страшно. Смешно и страшно. 7 июня 1955 года. Лаборант Закирина лаборанту Иосиповой. Маша, это жестоко. Я понимаю, Наушкин, свинья и все такое, но это уже просто непрофессионально. А если он и в самом деле пойдет к завлаборатории или еще хуже, к Сеченову, и начнет им рассказывать о том, как волшебным образом каталогизируется его работа, а потом, когда они увидят, что это делает и что все это твоя злобная... Кто это все делает, что это твоя злобная шутка, ты им что скажешь? Что Наушкин тебя в Гаграх соврал и замуж не взял? А ты за это... Чё? А ты за это подрывную деятельность в лаборатории ведешь? Завязывай. Если меня спросят, я тебя прикрывать не буду.
Да в натуре, что вообще, работа работой. Если не умеете такие вещи разграничивать, нефиг мутить с коллегами. Я так думаю. Ну, открывай. Так, нет, вот такие, конечно, помещения мне нравятся. Тут никого нет, кроме Ларисы. Никто на нас не нападает. И можно пособирать всякого говна. Вон сколько полезного. Вот, все. Ни хрена не все. Господи, непочатый край еще. А вот теперь как будто бы и все. Но можно еще что-нибудь почитать. Вы готовы умереть? 11 мая 1955 года. От кого отдел публикаций, кому архиву печати. Вы готовы умереть? Тогда вы нам подходите. Докладчик, несмотря на всю мощь прогресса, факт остается фактом. Полет к Красной планете – это рискованное, опасное занятие. Журналист. Кем будут эти люди, которые понесут свет человечества на Марс ради нас всех? Докладчик. Я думаю, первые путешествия на Марс будут очень и очень опасны. Риск смертельного исхода будет высоким. Но с этим ничего не поделать. Готовы ли вы умереть? Если да, то вы подходите. Журналист. Как бы вы описали эту миссию? Докладчик, думаю, это самое вдохновляющее, что только можно представить. Жизнь должна быть чем-то большим, чем просто решением повседневных проблем. Вы должны проснуться и с восторгом думать о будущем, вдохновиться и хотеть жить. Ведь вдохновляться от повседневных штук – это дичь полная и зашквар. Понятно? Вот что-то там вам нравится крестиком вышивать. Ну вы лохи, что я могу сказать? Фу, такими быть. Надо вдохновляться только от полетов на Марс. Между прочим, кстати, я не нашла до сих пор ни одной бобины. А, тут и есть второй этаж. А как туда попасть? А, очень просто. Блин, тут еще чтиво. У нас не так уж много времени осталось. Надо бобину-то найти. О, бобина. Пойдем. Господи, мне показалось опять, что эти кругляхи, вот эти, это ромашки. На, вот эту включи. Включи, пожалуйста. Воспроизвожу. После восстановления характер агента претерпел значительные изменения. Модель поведения, паттерны и даже лексикон существенно изменились. В связи с этим мною было принято решение о выводе Плутония из состава спецотряда «Аргентум». Чтобы исключить всякую возможность рецидива воспоминаний, Плутоний получил новый позывной – П-3. И с того момента находится в моем личном распоряжении и под моим личным наблюдением. Контакты П-3 с Аргентумом сведены к минимуму. Личный состав Аргентума предупрежден о недопустимости упоминания в присутствии П-3 радиопозывного «Блесна». Да ебаный... Сейчас еще принесу. Да уж, Да в смысле? Тебя Сеченов на поводок посадил и распоряжается тобой как хочет. Слышь, подруга, он мне жизнь спас. Подруга. Думаешь, я не знаю, что я подопытный? Работа у меня такая. О, доброволец выходит. Так а что ж ты тогда нервный такой, подопытный? В натуре. Потому что раньше мне всегда говорили, что со мной делают. Давай еще запись найду. Сейчас найду. Так, короче, почитаем потом. Видимо, потому что, блин, как-то я хочу в этой серии успеть хотя бы вот это доделать. Вот еще одна. Вот так-то. 3 штуки посмотрим. Правильно? По всем законам драматургии. 3-я должна быть самой важной. Посмотрим, что. Операция по имплантации нейрополимерного расширителя функций мозга «Восход». Цель – полное удаление деструктивных реакций, основанных на травматических воспоминаниях. Пациент – майор Нечаев. Кодовое имя Плутоний. Вот Попытка номер 3. Первые 2 операции прошли неудачно. Полностью излечить последствия тяжелых черепно-мозговых травм, полученных при событиях в Болгарии, не представляется возможным. Без кардинального вмешательства в психику пациент подлежит эвтаназии. Эвтаназии? Он хотел тебя убить. Лобные доли мозга частично разрушены, что вызывает у пациента вспышки неконтролируемой ярости. Наличие стальных имплантатов конечностей делает пациента крайне опасным для окружающих. Это про твои приступы.
В состоянии травматического аффекта сознание пациента погружается в состояние сюрреалистической психоделической реальности, отказываясь принимать последствия агрессивного поведения. Я не понял, можешь перевести, что он сказал? Тебе не понравится. Да скажи уже! Наблюдаются тяжелые галлюцинации. Ты снова видел жену, сынок? А откуда? А откуда вы это знаете? Установка импланта «Восход» позволит обеспечить пациента искусственной памятью и устранит фиксацию сознания на образе погибшей жены. Жены. Бред, я никогда не был женат. Ага. Благодаря мозговому импланту Расскажи «Восход» мы нам. можем направлять сознание агента в вымышленный мир под кодовым названием «Лимбо», дистанционной подачей импульса напрямую в гипофиз. Таким образом, объект по команде переходит в боевой режим. Хочу добавить, что я категорически против использования. Это какая-то чушь. Блять, этого не может Боюсь, быть. тебе придется в это поверить. Стоит Сеченову нажать на кнопку, и твое сознание отправится в маленький личный рай. Где я пушистый чубрик? А тело? А тело будет убивать всех, кого прикажет. Тех солдат Сеченов. Ой, Сеченов, господи, Нечаев. Чертовщина какая-то. А галлюцинация это что, тоже все Сеченов? Нет. Галлюцинация — это защитная реакция твоего мозга. Да какого хрена я вам всем должен здесь верить? Шеф бы не поступил так со мной никогда. Да, конечно. Например, не стер бы из твоей памяти, что ты был женат. Или не создал бы коллектив, как систему управления сознанием. Да кто сказал, что это именно Сеченов? Там вообще не видно, кто в кресле сидит. Не веришь? Спроси у него сам. И он сейчас такой: здравствуйте. В кресле поворачивается. Какой план, майор? Нас двоих ждут в Челомее. Чтобы остановить Сеченова, нам нужно ему подыграть. Доставишь меня как пленницу, а потом? Почему музыка из Стартрека заиграла? А потом будем импровизировать. Вот такая правда, майор. Офигеть. Обдумай все, мне дай минутку. Я попробую взломать лифт, чтобы мы могли выбраться на поверхность. Угу. Ожил, падла! Майор, я... О произошедшем нет данных. Дурака-то из меня не делай. Вот именно. Желающих и так что-то много. Нет данных, блядь. Ты все время был в курсе всего. Ты нахуя разом-то назывался? Ты же Харитон, сука, Родионович. Как ты это все объяснять собираешься? Да нечего тут объяснять. Ты, майор, для меня такой же храс, как и я для тебя. Посторонняя сущность. Сеченов сначала меня убил, потом превратил в не пойми что, соплю полимерную. А тебе мозги промыл и манипулировал тобой, как хотел. Как я вам двоим доверять могу? Вот и прикинулся хранителем знаний. Наблюдать стал, кто есть кто. Да я, может быть, так же поступил. Ну и что делать-то будем, А что тут остается, Сереж? Мы с тобой сдружились и знаем всю правду. Теперь нужно попасть к Сеченову, устранить несправедливость и отомстить за все то, что он с нами сотворил. Да. Что ж, твоя правда, Харитон. Несправедливость надо устранять. Вы хороший человек, товарищ майор. Мне жаль это говорить, но вы первый действующий образец рядового звена сети «Коллектив». В Спасибо. понедельник все, кто прошел полимеризацию, станут такими же управляемыми, как и вы. Твою ж мать! Да быть такого не может. Послушай, но ведь эту гребаную примочку устройства мысль, ее же можно просто снять. К сожалению, людям это ничем не поможет. Сделает только хуже. Это еще почему? Потому что ваши мысли – пустышка. Благодаря контроллеру мысли сигнал полимеризированного владельца будет передаваться роботам и прочему оборудованию. Но не он делает человека частью коллектива. Мысль можно снять и просто утратить возможность совершать звонки и командовать машинами. Как же тогда Сеченов собрался держать всех в узде? Частью коллектива людей делает инъекция нейрополимера. Именно она встраивается в мозг и раз и навсегда сопрягает его с нейросетью. Трэш просто От последствий какой-то. данной инъекции невозможно избавиться. Все, кто получит инъекцию, уже никуда не денутся. А у меня действительно была жена. Как ее звали?
Екатерина, и вам не понравится то, что я сейчас скажу, товарищ майор. Я это уже слышал. Только вряд ли меня можно удивить еще чем-нибудь. Вы с женой служили в спецотряде «Аргентум». Катя была высокопрофессиональным сотрудником. С детства занималась балетом и достигла значительных успехов как в нем, так и в искусстве рукопашного боя. Я так и думал, вот прям бой? очень много они что, оставляли сказать, подсказок. что остальные Очень близняшки много. Сеченова... Да это полная хрень. Шеф на такое не способен. Посмотрите на меня, товарищ майор. После моей смерти мое сознание было помещено сюда. После смерти вашей жены ее сознание спасти не удалось. Но отпечаток ее профессиональных навыков Сеченов поместил в матрицу своих телохранительниц. Да Какой он Да ну нахрен, просто... блять! Такого быть не может. Какой ублюдок! Каков... Транспорт подан. Ты где? Куда мне идти-то? Покажите мне. Покинуть академию. Где лифт? Короче, не знаю, может назад. Но она мимо нас не проходила. Чё за бред? Она пошла куда-то вон туда. А, вон она. Извини, пожалуйста, Ларис. Я в шоке. Запуск коллектива уже совсем скоро. Нам нельзя опоздать. Чё за день недели-то хоть? В понедельник запускают. Сейчас-то чё? Мне нужно еще немного времени. Зачем? Что тебе надо? Написано покинуть академию. Она тебя зовет покидать академию. Что тебе надо? Запуск коллектива уже совсем скоро. Нам нельзя опоздать. А, это я нажала. Господи, я уже Всё, вообще идём. ничего даже не читаю, что я делаю, потому что я в шоке. Подождите, получается, первый приход был, когда мы собрали Клару, которую я думала, что Валентина. Мы ее собрали, приехал Мне искренне жаль, что тебе Молотов. пришлось пережить все это. Твою ж мать. Что? Нет! Опять Нет, началось. Лариса! Етить, колотить! Не здесь! Блин, Лариса! То есть это получается, ну тогда-то явно Сеченов включил эту фигню. Ему было очень выгодно устранить этих солдат, которые пришли с Молотовым. Ёшкин кот. Вон они, пушистые ноги. Все, пипец, Ларисе жопа. Трэш. И типа, это вот был первый приход. Второй был буквально... Мы все живущие во тьме, сынок. Сколько раз мы говорили об этом. Подождите, как... Вот прям недавно был второй приход. Как назло, вообще не помню, что мы делали. Почти вместе каждый научный факт складывал и нашел ту книгу, которая мешает поделиться знаниями с людьми. Эта книга человеческой жадности, человеческого эго. У людей нет времени погружаться в науку. На той стороне планеты они играют в деньги, а на этой власть народа. Понятно. Наука, разбитая вдребезги корешками книг, которые никто не читал, не существующих ныне социальных систем, не дает человечеству полноценно развиваться. Все они ущербны. Убрать деньги, переложить труд на плечи роботов, убрать неравенство капитализма и ложь коммунизма, дать людям свободу выбора, ускорить эволюцию, поделиться знанием с каждым и соединить их в единый коллектив. И тогда наука потечет в головах граждан единого государства, великой планеты, союза знаний. Коллектив Да я не — это понимаю, рука куда нужно добра. пойти. Всех людей. Мне кажется, я обратно иду. Подними голову и открой глаза. нет. Только так ты осознаешь суть этого, лишенный знаний. Коллектив приведет человечество к вершине эволюции. Без остановок, безумные распри и без падения в пропасть войн и ненависти. Ты воин науки,
Вонзи свой клинок в весом капиталистической демократии. Сделай мир чистым и великим. Да куда мне надо идти-то, ютить, колотить? Или я буду это всю жизнь слушать? Это говно? Никто не будет забыт. Ага, а я могу через вот эти штуки ходить? Мир, Интересно. где каждый племен А может счастлив. Может, я и через это могу ходить? Нет. В каком из миров это происходит, сынок? Это происходит... О. Слушайте, вообще, если все, что нам рассказала Лариса, это правда? Если все, что рассказала Лариса, это правда, то говорить о коллективе в таком ключе от человека, который знает, что такое коллектив, это то же самое, что говорить: сделаем всех людей наркоманами, и тогда в их жилах потечет химия. Ну, естественно, она потечет, блин. Ну и что? Это же вообще ни им, ни окружающим лучше не делает. Чё за бред вообще тогда он несет? Ну да, прям наука будет просто зашкаливать у всех в мозгах, потому что ничего кроме науки в этих мозгах и не останется, собственно. Только что академик Сеченов выступил с заявлением, полностью опровергнув слухи о сбое в работе гражданских роботов на предприятии 3826. В настоящий момент работа предприятия идет полным ходом. О, вскоре экстренный очнулся, протокол малец. будет Наконец-то. деактивирован. Крепко он тебя. Нейросети «Коллектив Еще 2.0» немножко и навсегда состоится там точно в остался. срок. Чё с Ларисой? Где? Откуда я знаю, где тебя носит, пока ты людей кромсаешь? Ой, при дочке моей ты нормальный был, веселый, как ее не стало. Это теща! Ходишь смурной, а потом как перещелкнет тебя, и все, звереешь. Повсюду только кровь да голова оторванная лежат. Тьфу ты, гадость. Ты о какой дочке вообще? А Катеньке моей, нашей Катеньке, совсем тебе память отшибла? Ой, жесть. При чем тут твоя дочь? Для меня дочь, а для тебя? Екатерина Нечаева, позывной «Блесна». Отряд специального назначения «Аргентум». Так ты, значит... Теща я твоя. А почему она Глупый такую ты странную дурак. фотографию Вы у держит? Сеченова служили, пока вас террористы в Болгарии не подорвали. Катюши не стало. Из тебя Сеченов монстра сделал. А, слышал краем уха. Так и чего расселся, расслышал? Я с тех пор за тобой и следила. Думала, что-нибудь человеческое от тебя еще осталось? Хорошо, что она это с вопросом вот сказала. Прости, старая. Потому что Я там от прошлого точка не стояла от в настоящего. титрах. Ничего у меня больше не осталось. Лариса-то Постой, а где? Лариса? Да везде теперь. Развеял по ветру девку. Жопа. Просто жопа. Сука! Старая, у тебя ствол есть? Да есть, конечно. Чё глупости спрашиваешь? А тебе какой? Да любой, возьми и выстрели мне в башку. Правильное решение. Вышибу тебе мозги к черту и дело с мать, концом. отстали! А Сеченов пусть дальше всех уродует. Пусть всех изуродует при СССР, а потом весь мир. Понял, я понял все. Если понял, то вставай. Оружие я тебе дам. Много оружия. Но ты мне поклянись, что кончишь этого гада раз и навсегда. А почему они думают, что он вообще один только в курсе? Сидишь, Столько чего народу. молчишь? Послушайте, старших майор. Деяния товарища Сеченова требуют мести. Это чё за говно, Сереж? Как бы вам объяснить, Зинаида Петровна? Я Харитон Захаров. Харитон? Вот же змей! Так ты жив? Как сказать? Злой волшебник превратил меня в полимерную соплю. Погоди, Харитон, так ты чё же и раньше бабу Зину знал, что ли, а? Вместе с Катей? Конспирация, майор, дело полезное, и против нас еще ни разу не играл. Да ты, сучаныш, от меня постоянно все скрываешь. Не играла у него Да там. Сеченов больной на всю голову, если так поступает с людьми. А подожди, а Катя? А Катюша? Может, она тоже жива? Может, и жива, Нет. но в каком виде? Посмотрите на меня, даже не знаю, что лучше. Но точных данных на этот счет у меня нет. Я умоляю тебя, Сережа! Сеченов должен умереть! Ну, Да как столько же вы народу меня было задрали, задействовано. липучие пироги. Это что ж получается?
Что-то ощущение, как будто его На смертью одной чаше не может весов у меня лживые закончиться манипуляторы, но вроде как такого благородные масштаба. мстители. На другой Трэш. советский ученый, академик, который хочет просветить все человечество, но убирает неугодных моими руками. Правда, со слов тех же манипуляторов. Пальцем не трону. Давай показывай, что... Конечно, арсенал давай мне! Ладно, мать. Давай показывай, что там в твоем арсенале есть. Ну вот, сыночек, другое тело. О, все, слава яйцам, мы сейчас с вами сохраним. Нет, это, во-первых, я предлагаю это занести этот день в календарь. Мы переиграли с вами серию в Atomic Heart. Такого, мне кажется, еще не было ни разу на канале. Я вообще перепроверю, возможно, был, но мне кажется, что не было. Переигрываем мы только в Хогвартс. Короче, как будто мы за одну эту серию прошли просто вот все вот эти 19 серий предыдущих можно было убрать. Я прям в плейлисте вот эту 20-ю прям поставлю просто наверх, чтобы было ради чего вообще все остальное смотреть. Ну, это трэш. То есть реально получается, значит, первый раз, когда был вот этот приход, мы раскидали этих солдат. Второй раз, блин, был вот прям буквально недавно. И я почему-то вообще, меня как отрезало, вообще не помню, что мы делали, собственно, в этот момент. Но тоже был какой-то приход неприятный. И сейчас вот, получается, Лариса, про Харитона, про этого Захарова постоянно намекали. Постоянно что-то такое было там. Ой, а Харитон-то живой, там Захаров живой, я там видел, короче, какие-то там труп нам, короче, рассказал. Надежные источники в целом, но, короче, нормально, да, намекали прям постоянно. И что, типа, Захаров такой говорил: о, это моя задумка. Он такой, типа, чего? Ой, ну это я так оговорился, типа, ничего он, конечно, не оговорился, то есть это было прям прозрачно. И по поводу балерин, этих близняшек, в какой-то серии Нечаев сказал, типа, мол, нравится мне смотреть, как они двигаются, напоминают о чем-то, блин, хорошем. А уж на жену-то нам намекали 15 тысяч раз, миллионов тысяч, да. В общем, короче, вот от этой Сергии, от этой Сергии и от этого Сергея я в восторге. Вы пишите в комментариях, как всегда, как вам эта серия. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока.